200 евро за 200 минут работы. Может ли одна идея, привязанная к одному празднику, принести столько? Давайте сейчас разберем, как она рождается, как считается, как работает это вообще. Ну и цифры проверим в течение видео. Начнем с того, что является болью каждого предпринимателя или любого, кто открыл свой микробизнес в крафте. Прежде всего, это обновление ассортимента в каждой своей категории, не реже одного раза в месяц. Вы спросите, зачем? Да потому что именно регулярное обновление регламентирует ваше продвижение на разных площадках. Так уж устроены алгоритмы многих серьезных платформ, будь то Etsy, французская Империенте или японская Крема. Далее мой день проходит по-своему, а ваш по-своему. Я подскажу общий алгоритм, как стоит делать, как придумывать и выпускать новый элемент или новый тип изделия в каждой категории. Ну, или по крайней мере покажу, как делаю это я. У меня все всегда начинается с идеи и повода. Просто так создавать декор — это, конечно, хорошо. Просто так делать мебель, ну или любые другие изделия, которыми вы занимаетесь, это прекрасно. Но нужно понимать, если у вас уже выстроена определенная линейка или цепочка продаж и товаров, и вы хотите продвигаться дальше, то вы должны быть вариативными. Ну а вариативности вам, как и мне, добавляет именно привязка к конкретному инфоповоду. К какому дню или празднику приурочен предмет. На всех торговых платформах прямо так и указывается. Там есть встроенные функции и фильтры. В листингах, где выбирается категория, к какому дню, кому дарить, ну и по какому случаю будет этот подарок. И сегодняшний рабочий прототип не является исключением. Так как мы знали, что ближайшим крупным праздником у нашей аудитории будет 4 июля, День независимости Соединенных Штатов Америки, мы решили сделать декоративное изделие, которое бы продавалось не только под эту дату, а работало круглый год. Потому что оно является логичным и мощным символом Штатов. Мы выбрали белоголового орлана. Сам процесс изготовления я сейчас описывать не буду. Он у каждого из вас в своей нише свой. Поэтому просто наблюдайте за визуалом, как за фоном, который поможет вам лучше воспринимать информацию. Далее самая главная мысль. Нужно понимать и верить в то, что ваш товар должен продаваться. Естественно, четко обращайте внимание на цветовую гамму, которую вы выбираете, и четко выверяйте форму. Почему? Да потому что мы создаем эмоцию. Потому что это будет напрямую влиять на визуал и итоговый выбор покупателя. Почему? Потому что мы создаем эмоцию. Впрочем, вы и сами в своих нишах отлично знаете, как и что делать. Вы прекрасно знаете ваши триггера, которые вызывают те самые чувства, стимулирующие эмоциональную покупку. Немного пройдемся по экономике. Это одна из главных вещей, которую мы должны четко знать с самого начала момента изготовления и до финальной упаковки. Фактически стоимость обрезков фанеры у меня равняется нулю. Но будем считать честно. Допустим, мы взяли новый целый лист по его стоковой цене, а это 4,5 евро. Отпилили от него третью часть. Сюда же посчитаем также 100 грамм экологичной краски Мастер Новус. Это стоит приблизительно 1 евро. Ну и фурнитура. На все про все навскидку ушло не больше 50 центов. Почему навскидку? Ну, потому что краска еще оставалась, да и фурнитура по факту стоит центов 10. Но округлим с запасом. Плюс упаковка стоит 2 евро на птицу. И я ее тоже обязательно вношу в расчеты. Просчитывайте вообще все. К слову, готовая таблица по расчету от идеи до прототипа есть в одном из моих предыдущих роликов. Скорее всего, в этом ролике я тоже подкреплю в описании или в первом комментарии к нему эту таблицу. Заходите, качайте и пользуйтесь. Если брать более конкретные данные по времени, на само производство в мастерской ушло около 200 минут.
А вот на разработку, подборку цвета, балансировку и другие мелочи гораздо больше. Но это время я не считаю в производство. Я оставляю его в инвестициях в интеллектуальную собственность, где дополнительно 2-3 часа, что мы сидели с Алексеем, думали, вели разработку в программном обеспечении, балансировали птицу, подбирали краску, они идут только в копилку инвестиций. Весь бизнес основан на инвестициях. Инвестируйте в свою интеллектуальную собственность, и вы будете становиться лучше. Если разбивать наш кусок фанеры сугубо на деньги, то нужно понимать логику нашего теста. В ширину листа как раз поместился наш раскрой, и мы сделали несколько вариативных раскрасов. 2 коричневых в натуральных цветах и 1 в национальных цветах американского флага. Я сделал так специально, потому что заранее не знаю, пойдет ли этот раскрас или нет. Натуральные деревянные цвета больше склонны к популярному стилю сканди, и я точно знаю, что они будут продаваться круглый год. И далеко не только в Америке. А вот национальный флаг целиком ориентирован сугубо на них. Ну вот и посмотрим, насколько быстро его заберут. Скажу честно, делалось это все не без помощи. Алексей — это как раз тот самый суперпомощник, без которого не вытянет ни один микробизнес. Ведь такое дело никогда не строится на плечах одного человека. У вас всегда будут партнеры, друзья и, конечно же, семья, готовая подставить плечо. Родственники — это ваш главный тыл и спасательный круг в моменты, когда заказов становится слишком много, и вы начинаете в них просто тонуть. Будьте готовы к тому, что на старте осени, ближе к Хэллоуину или в период еще более жестких дедлайнов перед рождественскими распродажами, именно близкие люди помогут вам справиться с завалом и упаковать все вовремя. Алексей мне очень здорово помогает на стратегическом уровне, решает технические вопросы, связанные с ограничениями оборудования, а также участвует в разработке балансировки изделий. Это наша совместная интеллектуальная собственность. Но помните, что на этапе масштабирования и операционки бизнес в одиночку построить нельзя. Вам всегда нужна будет команда, на которую можно положиться. Но продукт — это лишь половина дела. Дальше включается чистый маркетинг. Чистый, занудный маркетинг. Чтобы тест сработал, нам критически важно не ошибаться в ключевых словах, в SEO, и выставить правильную ценовую категорию. Поскольку впереди праздники, на патриотичного орлана в цветах США мы поставим цену 79 евро. И эта стоимость станет основополагающей для привлечения целевых клиентов. Для коричневых птиц в стиле сканди цена будет чуть меньше. Многие думают, что продажи — это лотерея, но на самом деле это точный расчет, где каждый элемент от тегов до ценника должен бить точно в цель. И как только эта математика бизнеса выстроена, приходит время упаковать ее в красивую обертку. Когда с цифрами и стратегией покончено, начинается чисто техническая, но очень важная работа — подготовка к съемке. Каким бы крутым ни получился у вас продукт, если его очень плохо сфотографировать, его никто не купит. Поэтому я беру готовые изделия, протираю их от пыли и иду делать контент. Тут важно нормально выставить цвет, подобрать ракурсы и показать текстуру дерева. Реальный цвет, чтобы человек по ту сторону экрана понимал, за что он платит деньги. Ключевое правило продаж на хендмейд платформах — это визуал.
Качественные, сочные фотографии с порога говорят покупателю о том, что вы делаете премиальные вещи. Но видео всегда продает в разы лучше. Помните об этом. Не забывайте, что даже минимальный красивый и легкий монтаж видео с нескольких ракурсов автоматически дает плюс 10% продаваемости. Почему? Да потому что мы продаем не кусок фанеры, ткани, железа. Мы продаем эмоцию. И когда люди на экране видят живое, динамичное изделие, которое вызывает у них те самые теплые чувства, вещь начинает продавать сама себя. Что имеем в итоге? Изделие создано, листинги тоже готовы. Мы сделали 2 листинга и выставили их на продажу в оба наших магазина. Ну и теперь через 2-3 недели мы вместе с вами посмотрим на реальный результат продаж. Как раз к кануну 4 июля. Это будет логичное завершение эксперимента. Если все 3 разберут, это 200 плюс евро выручки за 200 минут в мастерской. Работает эта схема или нет, цифры увидим вместе.